Добрый день, друзья! Сегодня у нас беляши. Такие вкусные, симпатичные. И готовятся они быстро. Почему? Потому что я готовлю их на сковороде. Для приготовления теста берем пол-литра молока, полкилограмма муки пшеничной, 2 столовые ложки сахара, чайную ложку соли и 50 грамм дрожжей. Начинкой для беляшей, как вы догадались, будет мясо. Мясо сырое. Я его перемалываю и делаем фарш. Добавляю еще луковицу одну, тру на терке, и перец и соль. Все. Может, добавим еще чуть-чуть, там пару ложек водички, чтобы он был сочнее и мягче. Чтобы замесить тесто, я приготовлю опару. С молоко, где-то чуть больше стакана, я вливаю в кастрюльку. Добавляю сюда 2 ложки сахара, 5 столовых ложек муки, размешиваю, чтобы не было комочков. Ставим кастрюльку на огонь и продолжаем размешивать. Нагреваем до 45 градусов. То есть вот, чтобы молочко стало теплое, но не горячее. Учтите это, пожалуйста. Если вы чувствуете, что есть комочки, пожалуйста, разминайте их рукой, да и все. Так проще. Ну вот. Молочко наше нагрелось немного. Конфорку выключаете и вот в теплое молоко раскрошите наши дрожжи. Это и есть опара. Вот посмотрите. Здесь дрожжи растворились, и вот они уже дают схожесть. Еще немножко, и мы это все будем выливать прямо в муку. Пока опара всходит, съедим мандаринку. Вот. Муку просеиваем. В муку добавляем соль и вливаем нашу опару. Так вот я делаю углубление. Видите, какая она уже? Понемногу вливаете и размешиваете. Затем вливаем оставшееся молоко и замешиваем тесто. Притрусив доску мукой, мы перенесем сюда наше тесто и немножечко его вымесим. Тесто вымешали и оставим его отдыхать. В это время сделаем начинку для наших беляшей. Берем 500 грамм мяса, того, которое вам нравится. Говядину, свинину, баранину, куриное мясо. И делаем фарш. Луковицу натираем на мелкой терке. Лук, мясо, соль и перец. Все, я больше ничего не кладу в эту начинку. А вы по желанию, пожалуйста, можете добавить какие-то специи. Друзья, посмотрите, как красиво подошло наше тесто. Делайте по этому рецепту
у вас всегда будет хорошее дрожжевое тесто. Я вам гарантирую. Рецепт простой, доступный. Запомните и делайте, у вас всегда будет успех. И пирожки, и пироги, пожалуйста, рулеты, все что угодно из дрожжевого теста, какие-то булочки. Это всегда будет у вас получаться. Ну, можете, конечно, добавлять и яйца, и масло. Но вот основа основ – это опара. Дрожжи, сахар и мука. И теплое молоко. Мы кусочек теста отрезали. Вот так вот катаем такую колбаску и небольшими и режем ее на небольшие кусочки. Потом вот так вот делаете. Это самый, вот, мне кажется, легкий способ. Так и вареники мы делаем. И все. Можете руками блинчик такой вот раскатать, а можно и воспользоваться скалкой. Пожалуйста. Это все быстро делается. Делаем такие вот треугольнички. Не защипываем до конца, чтобы было видно мяско. Вот такой вот формы я делаю. Нагреваем сковородку и наливаем полстакана масла. В кипящее масло складываем наши беляши. Причем, вот, пожалуйста, надо мясом класть вниз. И очень аккуратно. Друзья, посмотрите, как они красиво подросли. Прямо на сковородке. Вот они пекутся. Смотрите. Очень красиво. Этот уже можно перевернуть. Ну, в принципе, не пережаренные. Перевернули и накрываем крышкой, чтобы дожарилась вторая сторона. Готовые беляши складываем на салфетку, чтобы убрать лишний жир. И складываем очередную партию наших беляшей. Они прямо в руках всходят. Друзья, я думаю, что это замечательный рецепт домашней выпечки. Все это по-домашнему, просто. Блюда, посмотрите, пушистенькие такие. Мясо здесь я вот сейчас разорву. Видите, мясо прожарилось, сочное, вкусное. Но мне очень хотелось научить молодых хозяек, как делать дрожжевое тесто. Если у вас есть вопросы, пишите это все в комментариях. Я буду отвечать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Если можно, ставьте лайки. Вы поддержите мой канал. И до новых встреч в новых рецептах. Всего доброго!